Всем привет! Добро пожаловать на канал AB Russian. Меня зовут Ольга, и сегодня мы будем изучать русский язык вместе. Наша тема – одежда. Готовы? Поехали! Для начала давайте выучим слова. Слушайте, повторяйте за мной, запоминайте. Одежда. Платье. Юбка. Брюки. Джинсы, шорты, майка, рубашка, блузка, свитер, пиджак, толстовка. Давайте повторим слова еще раз. Одежда, платье, юбка, брюки, джинсы, шорты, майка, рубашка, блузка, свитер, пиджак, толстовка. Хорошо. Сейчас, пожалуйста, поставьте видео на паузу и запомните слова. Готовы? Отлично! Давайте сделаем несколько упражнений вместе. Назовите, что это. Например, это юбка. Это платье. Это джинсы. Это свитер. Это шорты. Это майка. Это пиджак. Это рубашка. Это брюки. Это блузка. Это толстовка. Молодцы! Друзья, если мы хотим описать одежду, нам нужны следующие прилагательные. Красивый, некрасивый, модный, немодный, дорогой, дешевый, удобный, неудобный, короткий, длинный, а также название цветов.
Если вы не помните название цветов на русском языке, пожалуйста, посмотрите это видео. Помним, прилагательные изменяются. Форма прилагательного зависит от рода, числа и падежа. Например, красный пиджак, красная юбка, красное платье, красные брюки. Давайте немного усложним предыдущее упражнение. Добавим прилагательные. Назовите, что это. Например, это красная юбка. Это белая майка. Это синие джинсы. Это черное платье. Это зеленый пиджак. Это желтые шорты. Это белые брюки. Это красная майка. Это оранжевая толстовка. Молодцы! Продолжаем. Ответьте на вопросы. Как вы думаете, это красивое или некрасивое платье? Это красивое платье. Это дорогой или дешевый свитер? Это дешевый свитер. Это удобные или неудобные брюки? Это неудобные брюки. Это модные или не модные джинсы? Это модные джинсы. Это короткая или длинная юбка? Это короткая юбка. Молодцы! Друзья, обычно я ношу платье, но сейчас на мне рубашка и джинсы. Обратите внимание, если мы говорим о том, какая одежда нам нравится, какую одежду мы предпочитаем, мы используем глагол «носить». Глагол «носить» – это глагол второй группы несовершенного вида. Давайте проспрягаем его. Носить. Я ношу, ты носишь, он носит, она носит, мы носим, вы носите, они носят. Обычно я ношу платье. Ношу что? Платье. Четвертый падеж. Не забываем о грамматике. Это Ксюша. Обычно она носит юбки и блузки. Это Андрей. Обычно он носит джинсы и майки. А какую одежду обычно носите вы? Если мы говорим о том, какая одежда на нас сейчас, то есть в данный
момент мы используем конструкцию «на ком что». На мне сейчас рубашка и джинсы. На ком? На мне. Предлог «на» и шестой падеж. На мне что? Рубашка и джинсы. Рубашка и джинсы. Первый падеж. Посмотрите. Это Ксюша. Сейчас на ней платье. Это Андрей. Сейчас на нем рубашка и брюки. Друзья, а какая одежда сейчас на вас? Идем дальше. Посмотрите на фото, послушайте и скажите, правда или неправда. Готовы? Начинаем. Это Катя. На ней свитер и юбка. Это неправда. На ней сейчас пиджак и юбка. Это Оля. На ней платье. Это правда. На ней платье. Это Максим. На нем рубашка и брюки. Это неправда. На нем рубашка и джинсы. Это Ира и Лена. На них джинсы и толстовки. Это правда. И последнее. Посмотрите. Это Ксюша. На ней красивое черное платье. Мне очень нравится это платье. Как правильно сделать Ксюше комплимент? Первый способ. Можно просто сказать: Ксюша, у тебя очень красивое платье. Не забываем о грамматике. У тебя второй падеж, платье, первый падеж. Ксюша, у тебя очень красивое платье. Но есть способ получше. Вот он. Ксюша, тебе очень идет это платье. Тебе третий падеж. Платье первый падеж. Идет это глагол идти. Глагол изменяется. Платье единственное число, поэтому идет. Джинсы, брюки множественное число, поэтому идут. Ксюша, тебе очень идет это платье. Звучит гораздо лучше. Согласны? Давайте сделаем комплимент Лизе и Егору. Лиза, тебе очень идет эта блузка. Егор, тебе очень идет эта рубашка. Отлично! Друзья, это все на сегодня. Напишите в комментариях, какую одежду вы обычно носите. Какая одежда вам нравится больше всего? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Спасибо, пока-пока!